Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса Мишка Любовь. Вяжем хвостик. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Провязали первый ряд, следующий ряд у нас второй. В этом ряду провяжем такую комбинацию. Вяжем 1 столбик без накида, плюс 1 прибавка. Провяжем в одну петлю 2 столбика без накида. И такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. Следующий ряд третий. Это ряд будет последним. Провяжем его без изменения. 9 столбиков без накида. Провязали. Складываем наше вязание пополам. И вот эти вот 2 ряда провяжем вместе. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, крайний столбик. Вяжем крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратненьким. 4. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь хвостика мишки. Хвостик готов. Далее свяжем ушки. Берем также пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Следующие 2 ряда, 3 и 4, вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. Провязали, складываем вязание пополам и провязываем вот эти 2 ряда вместе. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 6 и 7 столбик без накида. Вяжем крючком меньшего размера. На конце у нас 3 петли. Заводим крючок в 2 петли, которые находятся друг напротив друга. Протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик мы прячем вовнутрь ушка. Одно ушко готово, второе ушко вяжем точно так же и переходим к вязанию ножек, туловища и головы одной деталью. Итак, берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Новый ряд отмечаем маркером. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда.
итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, четвертый. Этот ряд вяжем за задние стеночки петель. Вяжем 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, пятый. Этот ряд мы вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Вяжем его без изменения 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, шестой. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 1, 2, 6. Далее вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стеночки и повторим так 6 раз. И далее до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, седьмой. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее опять вяжем 6 убавок подряд. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Отмечаем новый ряд. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. Это 8 и 9 ряды. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд, 10. Вяжем 6 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6. Петлю вытягиваем и рабочую нить отрезаем. Первая ножка у нас готова. Вторую ножку вяжем точно так же, только в 10 ряду мы здесь провязали 6 столбиков без накида, а у второй ножки мы провяжем 7 столбиков без накида. Итак, связали вторую ножку. В 10 ряду второй ножки провязали 7 столбиков без накида. По первой ножке в 10 ряду мы провязали 6 столбиков без накида. Возможно, у вас это количество столбиков без накида может отличаться. Возможно, вам нужно будет провязать и либо же 5, здесь 6, либо же здесь 7, здесь 8. Это вы уже смотрите по своим изделиям, так как при вязании плюшевой пряжи или вот такой вот ворсистой пряжи натяжение рабочей нити может у нас с вами отличаться. Я, допустим, вяжу достаточно плотно, а вы может быть чуть слабее, поэтому отсчитывайте эти петли самостоятельно. Нам нужно будет сделать так, чтобы в конечном итоге ножки смотрели друг напротив друга, чтобы были вот такие вот косолапыми. Итак, продолжаем вязание. По второй ножке в 10 ряду я провязала 7 столбиков без накида. Далее вяжу 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Берем, присоединяем первую ножку, протягиваем эти петельки друг сквозь друга. Далее по первой ножке вяжем 6 столбиков без накида. Вяжем до маркера первой ножки, и маркер первой ножки, он так и дальше будет отмечать новые ряды, а маркер второй ножки можно будет снять.
Провязали, присоединили ножки друг к другу и далее следующий ряд у нас 11. Вяжем так: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем 2 прибавочки подряд. Первая прибавка и вторая прибавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Далее смотрим, чтобы здесь у нас ничего не перекрутилось. Заводим крючок в место соединения ножки и цепочки, протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем стеночку петли, которая идет по цепочке, протягиваем сквозь нее рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались ненужные отверстия. Далее по цепочке у нас идет вторая петля, подхватываем стеночку второй петли, вяжем столбик без накида. Далее по цепочке идет третья петля, подхватываем ее стеночку, протягиваем сквозь нее рабочую нить. Далее заведем крючок в месте соединения цепочки с ножкой, там где у нас цепочка поднималась наверх, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязали их вместе. Далее по ножке вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем 2 прибавочки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. Далее по ножке вяжем 8 столбиков без накида, 1, 2 и 8 столбик без накида. Далее вяжем по цепочке. У нас остались 3 стеночки петель, которые еще были не задействованы в вязании. Вот за эти стеночки вяжем. В первую петлю мы вяжем 1 прибавку, во вторую петлю, а точнее за ее стеночку, вяжем, провяжем в нее 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же 2 столбик без накида и туда же 3 столбик без накида. И еще одна стеночка петли у нас осталась по цепочке. За нее мы провяжем 1 прибавку. И далее по ножке до маркера вяжем 6 столбиков без накида. 2, 6. И в этом ряду со всеми прибавочками у нас должно получиться 38 петель. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 38 столбиков без накида. С 12 по 16 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 17, и в этом ряду будем ввязывать хвостик. Для начала провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9. Далее прикладываем хвостик к туловищу игрушки и провяжем вместе с туловищем 4 столбика без накида. Первый столбик без накида, второй, третий и
4. И еще раз напоминаю, что при вязании плюшевой или вот такой ворсистой пряжи натяжение рабочей нити у нас у всех может отличаться, и поэтому, возможно, вам нужно будет здесь провязать не 9 столбиков без накида, а 8 или же наоборот 10. Вы уже смотрите по своей игрушке, смотрите, чтобы вот так вот ровно посерединочке был расположен хвостик. И самостоятельно, если надо будет, отсчитывайте эти петли нужные. Либо же, если у кого совпадает со мной, то очень замечательно. Продолжаем вязание. Все так, как я говорю по схеме. Итак, далее до конца ряда нам нужно будет провязать 25 столбиков без накида. В этом ряду количество петель у нас не меняется. Количество петель такое же, 38 петель. Провязали, новый ряд отметили. Следующие два ряда, 18 и 19, вяжем без изменения. В каждом ряду по 38 столбиков без накида. Провязали следующий ряд, 20. В этом ряду вяжем так: 8 столбиков без накида, 2, 3 и 8 столбик без накида. Далее ровно посередине спины провяжем 3 убавки подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. Первая убавка, вторая убавка и третья убавка. Далее до конца ряда вяжем 24 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 35. Провязали, новый ряд отметили. Следующие два ряда, 21 и 22, вяжем без изменения. В каждом ряду по 35 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, 23. В этом ряду вяжем так: 23 столбика без накида, 3, 4, 5, 23. И теперь ровно посерединочке, посередине животика сделаем 5 убавок подряд, провяжем, вывяжем, сформируем животик, пузика. Первая убавка, вторая убавка и пятая убавка. До конца ряда провяжем еще 2 столбика без накида. Новый ряд отмечаем. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель. Следующие два ряда, 24 и 25, вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним игрушку наполнителем. Наполняем плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем вязание. Следующий ряд, 26, и в этом ряду будем ввязывать ручки. Для начала провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Берем одну ручку, прикладываем к туловищу и вместе с туловищем провяжем 4 столбика без накида. 1 столбик без накида. 2, 3,
и 4. Помимо того, что мы вяжем в этом ряду ручки, мы еще сделаем 6 убавок. Итак, далее мы вяжем такую комбинацию. Вяжем по туловищу 1 убавку. Далее вяжем 2 столбика без накида. И повторим так еще один раз. То есть вяжем 1 убавку и 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 убавку. Берем вторую ручку и также прикладываем к туловищу и провязываем 4 столбика вместе с туловищем. Далее по туловищу вяжем 1 убавку, 2 столбика без накида. И повторяем 1 убавку, 2 столбика без накида. И вяжем последнюю убавку в этом ряду. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Отмечаем новый ряд, следующий ряд 27. В этом ряду вяжем 12 убавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 28. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 29. В этом ряду вяжем 24 прибавки подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, следующий ряд 30. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавка. Так мы провяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 56. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 56 столбиков без накида. С 31 ряда по 37 включительно. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Мишка. Любовь». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!